Дмитрий, наш зритель Алексей Кожакин задает вопрос вам, кто, кроме Путина, виноват в начале войны и кто ее заварил вместе с ним, по вашему мнению? Я думаю, что виноват, конечно же, Путин в первую очередь, но виноваты и все его товарищи, друзья, товарищи, вся эта банда. Мы видели их рожи мерзкие во время заседания Совета Безопасности России, которое транслировалось на телеканалах. Отвратительные, мерзкие хари, негодяи, подонки, преступники, фашисты. Все они. Кроме того, виноват весь российский народ в том, что столько лет терпел это уебище у власти. Виноват. Мне хочется сказать сейчас, да, многие не избирали его, многие не хотели, чтобы Путин был, многие протестовали. Это правда, и об этом надо говорить. Но историческая вина российского народа за Путина, она есть, и она никуда не денется. Знаете, вот я когда вижу, читаю где-то подобное мнение, я часто вижу возражение, оно не мое, я просто передаю, мне интересно, что вы насчет него думаете. В России живет порядка, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, 2 миллионов украинцев. Ну, то есть не тех, кто сейчас был, возможно, принудительно увезен или сбежал от войны, а именно исторически, да, то есть живут давно. И вот возражают таким способом, мол, почему вот эти 2 миллиона украинцев тоже не протестовали еще с 2014 года и не остановили эту войну? Почему эта ответственность лежит именно на русских, а не на всех, кто живет в России, в том числе украинцах? Вы задали очень хороший вопрос. Я думаю, что в России живет гораздо больше, чем 2 миллиона украинцев, как бы не 5 миллионов. Мало того, у многих россиян украинские корни, украинские фамилии. Но вы знаете, это не украинцы, это вообще черти кто. Я только что вспоминал о заседании Совета Безопасности. Смотрите, на этом заседании выступали с призывами к войне против Украины два не просто украинца, а украинца. Два человека, которые рождены в Украине, являются этническими украинцами. Это Дмитрий Козак, который родился в Кировоградской области, в Гайвороне, насколько мне память не изменяет. И Валентина Матвиенко, которая родилась в Шепетовке Хмельницкой области. Вот вам два человека без родины, без флага, без сердца, бессердечные люди. Их вина в этой войне тоже есть. Что уж говорить о других украинцах, которые благополучно живут в России и не чешут даже репу, глядя на то, как издевается над их родиной фашистская Россия. Мне кажется, что ваша позиция довольно спорная, и наверняка в комментариях многие с ней не согласятся. Просто хочется понять, вот эта логика распространяется в таком случае на украинцев, которые сейчас оказались на оккупированных территориях. Понятно, что если они будут протестовать, это будут разгонять и подавлять самым жестоким образом. И, на мой взгляд, люди вынуждены приспосабливаться. И лично я не осуждаю людей за молчание в таких условиях, но вы как будто бы считаете иначе. Первое, по поводу украинцев, оказавшихся сейчас на временно оккупированных территориях. Вины их в том, что они там оказались, никакой нет. Естественно, им надо приспосабливаться к сложившейся ситуации для того, чтобы сохранить жизни свои и своих детей, своих семей. Это естественно. Никогда Украина не будет их обвинять в том, что они там оказались. Что касается молчаливых свидетелей преступлений путинской военщины против Украины, ну, знаете, как Галич пел, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто молчит в России. Потому что я понимаю, что даже если они против творящегося беспредела по отношению к Украине, каждый их выход на улицу или каждый их пост – это уголовное дело, это тюрьма или что-то похуже. Я их не осуждаю. Я их просто не люблю. Но это мое право.